Она уже рядом? Знаешь ли ты ее? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну и, конечно же, те, кто не смотрел мои другие видео, заходите, будете очень удивлены. Итак, что я могу сказать? Вы человек, который пережил в своей жизни очень и очень много. Переживания с чем были связаны? Здесь и переживания с потерей работы, здесь и переживания потери женщины. Но женщина была властная, непростая. Не хочу даже, если честно, говорить о ней. Почему-то вот она мне идет настолько энергетически таким тяжелым человеком, настолько человек, который подавляет, унижает других. Вот честно, я, простите меня, конечно, но это мое мнение, я не знаю, как некоторые из вас жили с такой женщиной, у кого срезонирует. Поэтому, знаете, то, что вы пережили, да, это больно, это обидно, но, тем не менее, все, что не делается к лучшему, и то, что я вижу в дальнейшем, у кого-то из вас уже начались новые отношения, кто-то пытается знакомиться, то есть вы на месте не сидите. И то, что вы избавились от тех людей в прошлом, которые у вас были, да, те люди, которые вас унижали, оскорбляли, ставили палки в колеса, это только к лучшему. Когда-нибудь вы это поймете, а может быть, уже кто-то из вас это понял. И давайте сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, а вы, может быть, уже действительно кто-то понял, что хорошо, что лучше раньше, да, потерять иногда некоторых людей. Либо же вы еще не осознали, что люди, с которыми вы разошлись, разругались, поссорились, и это не только женщина. Либо же вы так и не поняли еще, что все-таки пусть лучше так, чем мучиться дальше. Вот напишите, что вы думаете по этому поводу. Вы человек, который всегда строит планы. Вы не можете жить как-то вот по наитию, хаотично, спонтанно, импульсивно, но это точно не про вас. У вас должно быть все четенько, у вас должно быть все по порядку, как-то вот структурированность жизни, структурированность в тратах денежных. У вас ко всему вот, ну, какой-то серьезный такой подход, знаете, как действительно мужчины, который, в общем-то, совладает и со своими эмоциями, который знает себе цену. И, в общем-то, с вас веревки повить, но это очень тяжело. С вас можно ведь веревки, но только если вы позволяете сами. Вы можете, знаете, вот, ну, к примеру, вы можете позволять иногда там близким, да, детям, может быть, ну, вообще по жизни я имею в виду, любимым женщинам, ну, раньше, либо сейчас. Ну, то есть кому-то из самых-самых таких родных людей вы можете, да, смотреть, мило улыбаться, вы можете понимать, что из вас вьют веревки, да, но вы это осознанно делайте, просто чтобы порадовать близких людей. Напишите, ребят, у кого это резонирует. То есть вам даже в кайф вот эта вот игра в поддавки, которая не должна, опять же, переходить какую-то грань. Потому что вы очень четко видите все грани, вы видите, когда можно переступить, да, потому что когда ты будешь постоянно позволять видеть из себя веревки, ну, здесь уже барзометр может зашкаливать у некоторых людей, поэтому вы даже здесь вот какой-то такой контроль держите, да, что вот, да, я вам поддамся, да, делайте там уже что хотите, доите меня там, кружите и так далее, но в пределах разумного. Что еще? Вы сторонник одной женщины, вы, возможно, даже однолюб. Есть, ну вообще по жизни я просто описываю, какой вы. Если у вас одна женщина, другие вам не нужны, в общем-то. И, ну, я думаю, мало кто из вас изменял, хотя это общий расклад, я понимаю. Те из вас, которые изменяли, вот давайте посмотрим, почему вы изменяли. Да потому что хотелось любви, хотелось тепла.
Вы изменяли от ненужности. Вы понимали, что здесь уже все, здесь уже поезд уходит, либо ушел. Когда мужчина дома не получает нежности, заботы, тепла, когда мужчина видит, что не ценится, что он делает. Ну, конечно же, появится очень быстро женщина, которая его просто согреет, обогреет, правда? Поэтому это не потому, что вы такой гуляка, у кого даже проиграется, это измена. Не потому, что вы такой секой, да, а потому что вы просто как живой человек, любой, хотите нежности, ласки, да, вы хотите, чтобы вам доброе слово сказали. А у вас этого не было. Поэтому у кого были леваки, ну, возможно, даже они не особо вам в радость были, потому что какие-то муки совести могли быть, потому что какое-то двоякое ощущение, да, с одной стороны тебя какая-то женщина приголубила, да, то, чего вам не хватает, она вам давала, а с другой стороны, опять же, вот ваше такое то ли воспитание, то ли ваш, ну, такой внутренний менталитет, что ну, для вас вообще измена это неприемлемо, да, поэтому вот эти вот косяки, которые были, но они для вас даже какие-то, может быть, немножечко травматичные такие. Итак, давайте-ка смотреть, что же за женщина или вообще кто же рядом, да, и знаешь ли ты ее. Женщина, кто-то подумает, а вдруг мужчина, да? Ну, я шучу, ребят, я шучу. Хотя, опять же, знаете, я вообще не лезу кто, где, с кем. Тем более люди по своей природе это би, да? Вот мы не будем в эту тему влезать. Но, тем не менее, я не осуждаю никого, да? Природа матушка у кого как распорядилась, поэтому это личное дело каждого. Пошутили и погнали дальше. Итак, это женщина. Уже можете расслабиться, да, уже кто-то, может быть, с валидольчиком там сидел. Кто же это? Это женщина довольно хозяйственная. Это женщина, которая очень классно умеет готовить. Это женщина средних лет, средней такой комплекции. Скорее она, ну, больше либо шатенка, либо темноволосая, не блондинка. Женщина очень такая заботливая, гостеприимная. Женщина, у которой были разрушения в жизни, скорее это, ну, давайте уточним. Да, здесь семья разрушилась, скорее всего, здесь мужчина у нее либо же просто был бездельником, либо же дружил с рюмочкой. Ну, то есть они разошлись на этой почве, что, ну, вообще лентяй из лентяев, ничего не хотел делать, плюс еще, если он дружил с бутылочкой, а она на себе все тащила. Здесь это может причина проиграться. Она вообще не любит бездельника, потому что она сама трудяжечка. Это женщина, с которой, вот, когда общаешься, с ней тепло, уютно и комфортно. С этой женщиной можно говорить обо всем и очень долго. Чуть позже я скажу, знаете ли вы эту женщину. Я люблю держать интригу, вы знаете. Это женщина, которая не боится вообще никакой работы. Даже если, к примеру, у вас есть там дача, сад, огород, частный дом, ну, для нее это будет абсолютно не страшно, да, то есть она уже прошла все, и всякую работу, и все тяготы жизни, потому что, опять же, она тянула на себе не очень счастливую семейную жизнь и мужчину-лентяя, скажем так. С этой женщиной у вас было общение, вы ее знаете. К месту мы не привязываемся, вы знаете, кто меня смотрит, поскольку это общий расклад. Эта женщина, возможно, даже когда-то вам чем-то помогала, угощала. Может быть, это были какие-то, ну, похожие на дружеские посиделки. С этой женщиной, почему-то, знаете, она мне очень похожа на такую соседушку. Но, ребят, не привязываемся. Это не значит, что у вас у всех, у десятков тысяч у вас будут соседи, да, женщины. Нет. Просто у меня такая ассоциация. Вот она такая, знаете, как гостеприимная, такая хорошая соседка, с которой ты можешь рядышком вот прийти где-то там через забор перелезть и поболтать.
Можно и одолжить что-то сходить. Ну, такая вот она своя в доску. Вот она и своя, но в то же время, вы же понимаете, это не романтические у вас не отношения. Что еще нам нужно знать о этой женщине? Давайте посмотрим. Боже, какая она хлебосольная. Она такая хлебосольная, но в душе она очень несчастная. И так хочется иметь хозяина в доме. И так хочется иметь мужчину, именно который будет с ней вот и в радости, и в горести, и просто вот, чтобы были с ней одно целое, да, вот такого мужчину. Ей предлагали кто-то вот из ее, может быть, там, я не знаю, знакомые, может быть, коллеги, ну, то есть кто-то из ее окружения предлагали, что вот, давай, может быть, как-то найдем хорошего мужчинку, приворожим. Ну, то есть с помощью магии, да, она отказалась, она противница таких методов, она очень порядочный человек. Она вообще вот сама по себе, она не прочь даже переехать к мужчине жить, если ну, сложатся отношения настоящие, чистые, искренние. Она не против, она не против чужих людей, вернее, детей. И знаете, она настолько такой добрый человек, что даже вот если бы ей встретился мужчина с детьми, сейчас, вы знаете, такое не редкость, да, когда, к сожалению, мамы отворачиваются от детей, и, ну, либо же относятся к детям так, что детишки сами хотят жить с папой, да, это как-то вообще дико для меня, да, что, казалось бы, мама должна быть на первом месте, наверное, все-таки это мама. Папы, не обижайтесь, а то вы у меня ранимые, я знаю. Но все-таки, к сожалению, такие истории все чаще и чаще случаются в нашей жизни, поэтому для нее абсолютно не было бы помеха, если вот у нее бы встретился мужчина с ребенком или с детьми, и она бы приняла их вот, ну, как родных, наверное. Потому что вот она такой человек. Вот я смотрю, да, вот как ни крути, как ни верти. Может быть, потому что она такая вот, ну, она воспитана такой. Она такая есть, да, у нее такие черты, вот эта вот теплота, заботливость, надежность какая-то. Про корыстность здесь, ребят, здесь даже речь не идет, здесь даже вообще рядом не лежала какая-то выгода. Она очень простая. К сожалению, почему-то в нашей жизни мужчины, я не говорю про всех мужчин, да, ну просто есть много таких случаев, в первую очередь, понятно, смотрят на внешность, там, на какую-то оболочку, да, на все вот эти вот, на фантики. А конфетка вот какая внутри, она уже завонялась, эта конфетка, или нет? На это уже потом начинаешь обращать внимание. Поэтому такие вот женщины, которые, может быть, они более скромные, может быть, они такие, ну, не супер раскрасавицы, не супер фигуристые, они почему-то остаются часто в стороне, и мало кому нужны, да. И здесь какой-то вот парадокс, честно. Вот я немножко сейчас отступила. Если кого-то это очень сильно раздражает, вы можете переключиться. Просто вот, ну, я не знаю, я так размышляю, думаю, ну, елки-палки, с одной стороны, да, вот мужчины хотят таких теплых, душевных, классных, домашних, а с другой стороны, супер раскрасавец. То, что я слышу от мужчин, это скорее такие, знаете, это стервы. Вот таких женщин, каких внешне описывают многие мужчины. Это стервы, это гуляки, такая фифочка вся из себя. Но она никак не домашняя. Она никак, я ее даже не представляю. Вот порой мужчины описывают, вот каких женщин они хотят. Думаю, но она никак не домашняя. Она никак не будет стоять тебе борщи варить и за детьми ухаживать. Она где-то пойдет, в лучшем случае, с подружками зависать. Поэтому, ну, это так, у меня уже крик души, наверное. Почему-то вот в мире все перевернулось, но, к сожалению. Итак, ребят, вы ее знаете, да? Что же может у вас с ней быть или не может быть? Потому что она очень классная. Давайте-ка сначала уточним все-таки, она на вас положила глаз или нет. Потому что то, что вы можете с ней как-то иногда общаться, может быть, она вас чем-то угощала. Это может быть как угодно, по-соседски, может быть, по работе, может быть, там, я не знаю, ну, где угодно, любая ситуация.
Может быть, это вообще у кого-то продавец в магазине знакомая, она вас там, я не знаю, сами пирожками угощала. Понимаете? То есть не привязываемся к месту, потому что это общий расклад. Давайте просто сейчас одним глазочком глянем, как она к вам относится. Да, это, наверное, самое главное. Положила она на вас глаз или нет? Или она просто вот такая вся сама по себе хорошенькая, раз хорошенькая, и с вами просто общается. Ну вот, мои дорогие, вот вам и вишенка на торте, вот и наша любимая десяточка пентаклей. Она давно на вас положила глаз, может быть, даже потому она частенько и старается с вами еще более внимательной быть, еще более заботливой быть, потому что ей бы хотелось иметь вот такого мужчину, как вы. Почему-то она вот, я не знаю, она вот считает, она уверена, может быть, она заметила после вашего общения, может быть, после вашего поведения, как вы говорите с ней, что вы с ней говорите. Она почему-то уверена, что вы мужчина достойный, вы мужчина для семьи, и вы мужчина, с которым можно даже рожать детей, растить детей. Понятное дело, кому позволяет возраст, да? Потому что вы сейчас мне напишите, вот мне уже за 70, да, ну понятно, это все нормально, адекватно воспринимают. Если я говорю про детей, ну понятно, что если позволяют, и бобик позволяет, и возможности позволяют, и все позволяют. Поэтому, мои хорошие, тем более у нас выпало колесо фортуны. Эта женщина вам будет судьбоносная. Это не просто встреча, это не просто какие-то разговоры, романчики, нет. Вот именно с ней у вас может все сложиться так, как вы мечтали. Вот именно с ней у вас может сложиться семья, о которой вы мечтали, возможно, которой у вас никогда не было. Либо же даже если у вас была семья, но вы этого не получали, того тепла, той заботы. А я то, что вижу, вот даже по раскладу, вы многие настолько обделены заботой, даже вот были когда-то, когда были в отношениях. Ну вот напишите, да, может быть, я не права, конечно, но многие обделены были. Вы вот чего-то вы недополучали. Кто-то ласки, кто-то заботы. Были среди вас даже те, кто доброго слова уже много времени даже не слышали. Про похвалу я вообще молчу. Вот напишите, ребят, есть такие среди вас. Давно вас хвалили, ребят, вот напишите, вот вас давно хвалили. Вас давно воспринимали вот и благодарили просто спасибо за то, что ты это сделал. Спасибо за то, что ты есть, да? Это такие слова, наверное, они у нас больше с фильмами и с книжками почему-то связаны. А в жизни их так мало, наверное, говорят. Вот вам говорили кому-нибудь когда-нибудь спасибо за то, что ты есть, что ты для меня сделал. Ну, либо я тебе благодарна, да, что ты у меня такой молодец, ты такой умничка, ты у меня лучше всех. Вам когда-то это говорили, ребят? И как-то мне становится грустно. Поэтому я, в общем-то, рада, что у вас будет такая потрясающая женщина, которая компенсирует все ваши вот эти вот недополученные моменты, которая окрылит вас, которая обогреет вас и даст вам все то, о чем вы так мечтали и чего вам так давно не хватало. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!